Всем привет! Сегодня, возможно, не самый важный матч Ливерпуль-Саутгемптон. Карабау Кап. Состав будет экспериментальный, но интересный. Ну и до матча есть время. С погодой повезло. Пойдемте гулять по Ливерпулю, что ли, пока. Отличительная особенность Ливерпуля, я думаю, вы слышите, здесь всегда ветрено. Многие считают, что и дождливо тоже, но это неправда. Дождливо в Манчестере, а здесь всегда ветер. Есть у Ливерпуля и отличительное звуковое сопровождение – это крики чаек. Когда приезжаете в Ливерпуль, первое, что вы слышите, это вот эти вот вопли. Поэтому, согласитесь, было бы странно, если бы символом Ливерпуля была бы не птица. Это, конечно, не чайка, мифическая птица Лайвербёрд. В общем, склоняются к тому, что это все-таки баклан. Но вот и к тому самому зданию с птицами мы сейчас с вами и направимся. Символом города птица стала в 1207 году, ничего себе, когда король Иоанн Безземельный даровал Ливерпулю королевскую хартию, что позволило городу самоуправляться и развиваться дальше. Печать у короля была с птичкой. Вот с тех пор и символ. Вот она, река Мерси, и, несмотря на такое название, ветер здесь совсем уж не милосердный, простите мне мой внешний вид. Ну, а по ту сторону реки находится город Беркенхед, где играет команда Транмир Роверс, до которой я все никак не доеду. Очень жаль, что сейчас закрыт морской музей, было бы, кстати, туда зайти. Не то чтобы я люблю показывать музеи в своих выпусках, если честно, но для этого у вас есть Тимур Журавель. Но было бы очень в тему. Почему? Потому что объединяет Ливерпуль и Саутгемптон? Вот если спросить не футбольного человека. Если футбольного, то понятно, футбольных связей достаточно. Это и Вирджил ван Дайк, и Садио Мане, и Рики Ламберт, и Дани Инкс, и кто там еще, кого забыла? Адам Лалана, конечно же. Титаник. Титаник объединяет эти два города. Как известно, построен Титаник был в Белфасте, а выходил из Саутгемптона. И в Ливерпуль вообще-то он никогда не заходил. Но был приписан к ливерпульскому порту, принадлежал ливерпульской компании. И работали на этом лайнере мерсисайдцы. Так вот, в музее морском можно всю эту историю подробно узнать, почитать. Там списки пассажиров. Даже, по-моему, билет оригинальный там хранится в этом морском музее. В общем, прикоснуться к истории можно там, но не сегодня. А вот смотрите, здесь по пути вот эти буквы. Это The Anfield Rap, редакция. Ребята, которые делают подкаст про Ливерпуль, но и с которыми мы дружим. Как вы знаете, они у меня в влоге появлялись. И вот за моей спиной Royal Liver Building. Ветер вообще здесь невыносимый, конечно. И вы видите птичку. И это Белла, девочка. Она смотрит в сторону моря и охраняет моряков. А с другой стороны там еще мальчик. Вторая скульптура Лайвербёрд. Он смотрит в сторону города, охраняет жителей, особенно жительниц. И легенда гласит, что если эти птицы когда-нибудь обернутся друг на друга, то они непременно влюбятся и улетят. Ну, это вот одна из вариаций этой легенды. И никакие цепи их не остановят. Видите, они там прикованы цепями на случай чего. В общем, если это случится, то Ливерпуль падет. Поэтому допустить этого никак нельзя. Надеюсь, они всегда будут смотреть в разные стороны. Говорят, что по всему городу Ливерпулю изображений Лайвербёрд можно найти больше 100. Ну, знаете, довольно странное заявление. Конечно, их здесь больше, чем 100. Их больше, чем 1000, больше, чем 10 тысяч. Вот хотя бы почему. Скульптуры птиц, кстати, были спроектированы немецким скульптором Карлом Бернардом Бартелом. И это довольно грустная история. Дело в том, что он очень любил Англию, любил Ливерпуль и жил в Англии. Но во время Первой мировой войны, поскольку он был немцем, его сослали на остров Мэн и, в общем, выслали из Великобритании. В общем, пришлось ему некоторое время провести вне Ливерпуля, вне Англии, но потом ему позволили вернуться, и во время Второй мировой войны он занимался тем, что проектировал протезы для солдат Великобритании. Обошли мы Лайвер-билдинг, и вот с этой стороны можно увидеть Берти. Белла, он там крыльями машет. И Берти, который смотрит в сторону города, как там пабы поживают. Ну и обратно в сторону автобусов, идущих к Энфилду, мы возвращаемся не по набережной, а по Странду, где проходят чемпионские парады.
Я думаю, что за последние годы Берти видел побольше, чем Белла. Ну и, кстати, возвращаясь к теме «Титаника», видите вот это красивое здание? Это Альбион Хаус. И здесь располагалась компания White Star Line, которой принадлежал «Титаник». И в 1912 году, когда произошла катастрофа, говорят, что работники этой компании боялись выходить на улицу и зачитывали списки пассажиров вот оттуда с балкона. Владельцем White Star Line был Томас Исмей. Ну, а его сын Джозеф Брюс Исмей был одним из тех, кто выжил во время крушения «Титаника», и из него просто какого-то злодея слепили. То, значит, говорили, что он требовал гнать «Титаник», чтобы успеть в Нью-Йорк как можно скорее, то будто бы он там женщин и детей из шлюпок выбрасывал, лишь бы самому там усесться. Но вроде бы документальных подтверждений этих злодейств нет никаких. Так что это просто легенда. Но я думаю, что ему от этого было не легче. Здрасте. Решил снять меня у мусорки, да? Да. Самое место. Самое место. Смотри, как красиво. Мне очень нравится твоя футболка. Мы едем не на автобусе, а на такси, слушаем Скаус. Лучший язык на свете. Обожаю Скаус. But they're in the district of Walton. They've never been in the district of Everton. It should be called Walton Football Club. Yeah, look left now. And you'll see. You'll smell it. There it is, Everton. Don't look too long, your eyes will burn. Wave to them, it's all a Мы догнали автобус. You can't see them behind the thing, it might be all the cleaners. But no, there's the police escort. Couldn't make it up. Супер лакшери поездка. Нам еще и историю рассказывают. У нас реально экскурсия сегодня. Yeah, no, that's just to block the road. Красиво-то как. В общем, идем сначала в паб, а потом на футбол. Как всегда. А команда уже приехала. Ничего не знаю, вот мой победитель Баллон д'Ор. Да. Очень красиво. Мне очень нравится. Мне очень нравится это. Это очень красиво. Настя первый раз видит муралы вживую. Полиция здорового человека. Почему вместо Саутгемптона приехал Сандерленд? Посмотрели муралы, показала Насте муралы. Я в восторге, я в полном восторге от муралов. Особенно от Вирджила ван Дайка, потому что он, возможно, даже еще более красивый, чем в жизни. Это невозможно. Объявили состав Ливерпуля, ну, он, как и обещалось, экспериментальный. В воротах Георгий Мамардашвили. Поздравляю грузинских болельщиков. Интересно будет посмотреть на Лионе, на молодого итальянского защитника. Ну и капитан Энди Робертсон. Это всегда приятно. Я посмотрела на Саутгемптон. Он в самом низу чемпионшипа. В общем, у него все плохо. Где проверять молодых игроков, как не в этом матче. Настя встала в очередь за программкой, чего я обычно не делаю, кстати. Я всегда делаю это. Гик. Sorry, can I have a program, please? Number 26, the captain, Andrew Robertson. Нас накрыло баннером. Обожаю это все. Вышли в перерывчике купить пиво и пирожок, но что-то тут такие очереди, что таких впечатлений по первому тайму никаких. Но Исак забил, это, конечно, легендарно. Причем непонятно, откуда гол пришел. Все очень обрадовались. Но в целом мне нравится Леони. Очень мне понравилось, как он играет. Что довольно странно по игре с Саутгемптоном. Вообще не должен был быть он заметен в этой игре. Бесполезно там покупать пиво в перерыве, если уходишь не до финального свистка. В смысле, не до свистка на перерыв. Экитики вышел. Экитики вышел. Ура. Я очень радовалась, я кричала очень громко там. Юга Мне очень нравится. Мне просто очень нравится. Кричалка. Как его зовут?
Было наивно полагать, что Саутгемптон не забьет. Мы, видимо, всегда будем так играть, кто бы ни был соперником. Это очень смешно. Забил Экитикидзе, удалился, забыл, что у него желтая, сорвал футболку. Горячий француз. Дурдом просто. Ну, в общем, получилось, что получилось. Как всегда, не можем выиграть нормально. Не могут они выиграть нормально. Все время какие-то чудеса тут, и непонятно, что происходит. Назовем это так, назовем это чудеса. Чудеса. Ну, в данном случае я бы сказала не чудес, не от слова чудесное, а от слова чудить. Вот. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, если было интересно. Сейчас нас собьют. Да, тут автобус, где непонятно. Ну ладно, будем искать. Пока-пока. Ну и в качестве паскриптума хочется пожелать, конечно, скорейшего выздоровления Джованни Леони. Ужасная совершенно травма, да еще в таком матче. Разрыв крестообразных связок. Выздоравливает Джованни. Ну и в Лигу чемпионов теперь будет заявлен Федерико Кьеза. Мне, конечно, очень хотелось, чтобы Кьеза был заявлен, но не такой ценой. Но я думаю, что Кьеза нам пригодится. Сегодня он вообще был лучшим на поле однозначно. Я думаю, что он пригодится нам в Лиге чемпионов. Как пригодился бы и Леони.